Всем привет! В этом мастер-классе мы вместе с вами свяжем рождественскую карамельку крючком. В прошлом мастер-классе мы учились вязать елочку крючком. Она также может украсить вашу елку или гирлянду. Ссылку на мастер-класс вы видите в правом верхнем углу. Ну а сегодня мы подробно разберем, как связать вот такой леденец. Если вы еще не подписаны на мой канал и тут впервые, вы на канале о вязании Momo Snail. Тут вы найдете много интересного о вязании спицами и крючком. Не забудьте подписаться и поставить лайк. И если вы готовы, давайте начинать! Для вязания новогоднего леденца нам понадобится пряжа двух контрастных цветов, желательно потолще. Так леденец будет пышнее. У меня пряжа из молочного акрила китайского производителя. Для игрушек вполне подходит. Также нам понадобится крючок, проволока для того, чтобы вставить ее вовнутрь леденца и согнуть в форме посоха, а также трикотажная игла, чтобы прятать кончики нити, и ножницы. Нам нужно будет с вами по очереди связать две полоски. Сначала одного цвета, потом другого цвета. Каждая полосочка у нас будет состоять всего из одного ряда. И вязать мы будем столбиками без накида. Вяжется очень просто и быстро. При вязании одной полоски наша данная полосочка будет закручиваться спиралью. Сейчас все покажу. Берем сначала пряжу одного цвета. И первым делом нам нужно с вами набрать цепь 55 воздушных петель, плюс 1 петля для подъема. Вы же можете набирать цепь больше, если хотите, чтобы ваша карамелька была выше. Первую петлю я обычно тоже считаю. Итак, цепь из воздушных петель 56 штук я набрала, чтобы вы понимали, что для вот такого вот размера карамельки моя цепь составляет где-то примерно 25-26 сантиметров. Теперь нам нужно провязать с вами всего лишь один ряд. Помню, вязать мы будем столбиками без накида. Начинаем вязать во вторую петлю от крючка, вот сюда. И только в самом начале мы сейчас с вами сюда провяжем вот в эту во вторую петлю 2 столбика без накида, а затем в каждую последующую петлю мы будем вязать по 3 столбика без накида до конца ряда. Итак, начинаем вязать. Во вторую петлю вставляю крючок, захватываю рабочую нить, 2 петли на крючке. Снова захватила рабочую нить и продела ее через 2 петли. У нас получился первый столбик без накида. И сюда же мне нужно провязать еще один столбик без накида. Почему я так делаю только в самом начале? Потому что у нас была еще одна петля подъема. В данном случае она тоже считается за столбик. И продолжаем дальше так вязать. Видим следующую петлю, вставляем крючок, вяжем сначала один столбик, затем сюда же второй столбик и сюда же третий столбик. Переходим к следующей петле. Один столбик, второй столбик и третий столбик. И так продолжаем вязать до конца ряда. И видите, наша спиралька уже начинает закручиваться. Я вам очень рекомендую, пока вы вяжете этот самый первый ряд, прямо в процессе закручивать спиральку в нужную сторону. Просто так в процессе это делать сильно проще, нежели это делать в самом конце. И вот мы с вами закончили одну спиральку.
дошли до последней петли и провязали туда 3 столбика без накида, теперь нам нужно отрезать ниточку. Отрезаем ниточку, оставив небольшой кончик, чтобы потом можно было его вставить в трикотажную иглу и спрятать кончики внутри спиральки. Вытягиваем нитку из петли. Теперь точно так же вяжем вторую спиральку другого контрастного цвета. 2 спиральки готовы, теперь давайте их собирать вместе. И перед тем, как соединять 2 спиральки, нам нужно отрезать проволоку чуть подлиннее наших самих спиралей. Сейчас при соединении спиралей мы будем как бы обматывать их вокруг проволоки. Вкладываем спиральки ниточками снизу. Я предпочитаю начинать скручивание с вот этого конца, где нету ниточек. Соединяем сначала вот эти вот наши 2 кончика. Теперь берем проволоку, вставляем ее сюда, прям в центр втыкаете. И теперь начинаем вот так вот, прям вокруг проволоки обматывать 2 спиральки вместе. И они соединяются и между собой, и проволока оказывается ровно посерединке. Вот такая конфета у нас получилась. Нам теперь осталось. Давайте свяжем кончики нити. И теперь нам нужно спрятать кончики внутри конфеты. Вставляем каждую ниточку в трикотажную иглу и прячем кончики. Теперь нам нужно спрятать кончики проволоки с 2 сторон конфеты. Собираем пряжу вот так вот гармошкой. Берем кусачки и отрезаем проволоку, оставив небольшой кончик, для того, чтобы потом мы смогли его немножечко закрутить. Отрезали, и теперь вот этот вот кончик давайте с вами согнем в такую небольшую петельку. Все, вот такая петелька у нас получилась, и ее можно вот так вот спрятать в пряже. Никто не уколется, и все абсолютно безопасно. И точно так же мы с вами делаем с другой стороны. Теперь немного распрямляем спиральки, чтобы они у нас были ровненькие. И самое приятное, делаем загиб. И вот такая конфетка у нас получилась. Также вы можете украсить конфетку, добавить на нее бантик. И можно еще добавить вот такую петлю для того, чтобы повесить игрушку на елку. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если мастер-класс был полезным для вас, то ставьте лайк и подписывайтесь. И еще пишите комментарии, расскажите, как у вас получилась карамелька и какие игрушки вы еще вязали к Новому году. А с меня больше интересных и полезных уроков. Всем новогоднего настроения! С вами была Александра. Пока-пока!